Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про простенькую начального уровня зеркалку Nikon D3100. Сегодня, скорее всего, будут немного цвета у видео отличаться, и, возможно, что-то там по яркости еще будет кривенькое. Ну, как бы сейчас потерпите, я еще не настроился, я только что просто новую камеру купил, так что не обращайте внимания, картинка сейчас чуть-чуть поменялась, не знаю, в хорошую или в худшую сторону, в общем, разберемся там по ходу дела. Вернемся, собственно, к теме нашего видео сегодняшнего. Nikon D3100. У меня очень часто в комментариях под различными старыми зеркалками, которые я обозревал, люди высказывали такие серьезные запросы на эту камеру, потому что действительно в свое время она была достаточно интересная. Ну и в целом на канале у меня довольно мало про Никоны. Вы просите про какие-то Никоны рассказывать. Не подумайте, что я их прям как-то там не люблю, ничего подобного, конечно же. Так что к зрителям своим я все-таки внимательно отношусь, читаю все комментарии, слышу ваши запросы и по возможности стараюсь их исполнять. Вот поэтому, как только появилась возможность, появились лишние денежки, я пошел на Авито и купил себе этот Nikon D3100 в виде кита с объективом 18-55 мм. Благо сейчас он стоит недорого, так что это не было таким уж ударом по моему бюджету скромному. Я вообще-то напомню, все камеры и объективы и все остальное, всю технику покупаю для обзоров самостоятельно. Иногда мне, конечно же, подписчики дают свою личную технику на обзоры и на какие-то тесты, ну, потому что часто делать видео про конкретно какую-то техническую составляющую денег не напасешься, тем более, что сейчас еще и цены не только на обычном рынке изменились довольно сильно за счет ухода, скажем так, типа ухода официальных представителей, но и за счет того, что в целом вообще такая ситуация не очень понятная. Даже на Авито сейчас цены довольно высоки. Ну и, к слову говоря, если у вас есть возможность как-то поддержать мой канал, можете подписаться по ссылке в описании на мой Бусти и туда, собственно, небольшую денежку задонатить. Там, конечно же, никаких сверхприбылей я не вижу, подписчиков не очень много, но те, кто есть, я им очень благодарен за это, потому что это действительно хорошее такое подспорье, поддержка. Иногда я действительно что-то приобретаю на деньги, которые оттуда пришли. И это отрадно. Ну и есть более простой способ поддержать канал контентом, например, не конкретно физически, да, финансово как-то, а именно вот контентом. Вы можете, если у вас есть какая-то интересная фототехника или какие-то объективы на какие-либо системы, которые я захотел бы вдруг обозреть и которых у меня нет еще на канале, можете смело мне их предлагать. Пишите также по ссылкам в описании, там мои контакты, мои соцсети всяческие. Но на моем канале действительно очень мало пока что обзоров именно фототехники Nikon. И не подумайте, что я действительно как-то недолюбливаю. Нет, это полный бред. Я все бренды более-менее равномерно стараюсь использовать, чтобы глаз не замыливался. Ну и вообще, в целом, я к какому-то конкретному бренду или какому-то, не знаю, какой-то системе не испытываю каких-то невероятных острых чувств или ощущений. Мне они все в какой-то степени нравятся, в какой-то степени не нравятся. Ну, нет идеальной камеры, не существует, конечно же, поэтому, ну, приходится мириться с некоторыми недостатками, как-то их компенсировать, ну и получать, попытаться по возможности удовольствие от положительных каких-то сторон фототехники. Ну, из Никонов пока что я делал несколько видео, у меня есть такое более-менее обобщенное про их систему со сменной оптикой и дюймовыми матрицами Nikon 1, которая, ну, мягко говоря, не взлетела и была в итоге прикрыта и сгинула в небытие. На самом деле она была не очень-то ужасна, там были прикольные камеры, но, ну, типа ничего интересного она из себя не представляла. Также есть на канале у меня и обзор на Nikon Coolpix A. Это отличный премиальный компакт, просто супер, с моим любимым фокусным расстоянием 28 мм. И это очень достойный, прямо буквально прямой конкурент Ricoh GR, который, конечно же, не превзойден, но, тем не менее, Nikon Coolpix A очень близко к нему прям подошел. Ну, где-то с год назад я рассказывал про недавнюю их упрощенную беззеркалку Nikon Z5.
И камера мне, конечно, не понравилась, но не могу сказать, что она была прям чудовищная или как-то супер ужасная. Она не настолько урезанная, не настолько говенная, как тот же Canon RP, про который недавно тут было видео, от которого почему-то у всех пуканы взрываются, хотя я просто совершенно спокойно объясняю, что в ней плохого, на мой взгляд. В общем, любой бренд фототехники у меня вообще на канале представлен гораздо шире все же, чем Nikon, поэтому я постараюсь сейчас восполнить этот пробел. В данный момент у меня есть и беззеркалки Nikon, и зеркалки, и старые, и там более-менее современные, и компакты всяческие. Так что в этом году Nikon будет достаточно много на обзорах. Ну а сегодня у нас пойдет разговор про Nikon D3100. Постараемся сегодня также разобраться в ее родословной, откуда она пошла и как вообще Nikon свои вот эти вот старые зеркалки разделял по разным сериям. Ну, конкретно мы будем сегодня про кропнутые говорить, про полный кадр разговор сегодня не пойдет. Ну, во-первых, у них есть профессиональная серия, это там Nikon D100, D200, D300 и D500. Это вот прям профессиональные, максимально крутые, навороченные, с влагозащитой, с большим количеством органов управления, ну, нормальные, полноценные, удобные камеры. В нулевые у них, конечно же, были и камеры для, там, не знаю, как это назвать, обывателей, для простых людей, для народа, так сказать. Самые простенькие, самые там упрощенные во всех смыслах камеры. Ну и как раз в середине нулевых Nikon D40 являлась, по сути, своей прародителем той камеры, про которую мы сейчас будем разговаривать. Nikon D40 был такой достаточно компактной камерой, он прям реально очень маленький, и при этом у него очень хороший, достойный CCD-сенсор на 6 мегапикселов. Такой же, кстати, как у Minolta Dynex 5D, на которую у меня скоро на канале, в общем-то, будет обзор. И такой же, как у камеры Pentax East. Это соневская матрица, очень удачная, с очень приятными цветами, с довольно-таки неплохим, кстати говоря, для CCD-матрицы динамическим диапазоном. Да, 6 мегапикселов это звучит, конечно, по современным меркам не очень-то много, но по мне так вообще очень даже достаточно для каких-нибудь публикаций в соцсетях вообще за глаза. Стараюсь в этом году также раздобыть все-таки Pentax East, но с ним трудности. Они какие-то, я смотрю на вторичке, есть, конечно, но они или ушатанные, или какие-то уставшие, подубитые. Пока что я вот нормального экземпляра не нашел, такой, чтобы мне понравился. Если, может, у кого-то на руках есть Pentax East, можете мне его подогнать на обзор. Я как бы без проблем потестирую и верну его. Мне прям реально интересно, мне эти CCD-матрицы нравятся, они очень крутые, очень красивую картинку выдают. Самый первый D40 появился в 2006 году, потом еще появилась чуть попозже его модификация D40X с матрицей на 10 мегапикселов. Кстати говоря, тоже с такой же соневской матрицей, как у Pentax K10D, на которой есть уже обзор, и такой же матрицей, собственно, как и у Sony Alpha 100, самой первой зеркалки от Sony, которую она сразу же после приобретения Konica Minolta фотоподразделения создала. На нее тоже обзор есть на канале. В 2010 году наследником D40, как я уже говорил, стала серия 3000 и первая, собственно, камера D3000. Также на рубеже десятилетий в 2009 году появилась и серия 5000, собственно, с появлением D5000, но чуть позже, в 2011 году, появилась еще и D7000. Этот новый нейминг, он стал гораздо удобнее, гораздо понятнее, чем был раньше, потому что, на самом деле, ранее циферки, буковки у Nikon, они немножко, скажем так, плясали, немножко шли как-то не по порядку, в камерах можно было запутаться, и новый нейминг, он более понятен. Ну, к примеру, D7000 стала наследницей скорее, наверное, D90, хотя номинально D90 был выше, чем она по классу, то есть он был приближен к там D100, D200 вот к этим вот моделям скорее. И D90, кстати, стал первой камерой у Nikon, которая, первой зеркальной камерой, я имею в виду, у Nikon, которая перестала использовать CCD-сенсоры и перешла на CMOS, на 12 мегапикселов. Ну а D7000, которая вышла уже позже, она такой стала как бы полупрофессиональной камерой, не до конца вот профессиональной, но вот где-то вот в таком промежуточном состоянии зависла. Почти что камера для профи, и там просто шикарная матрица. Опять же, соневская матрица на 16 мегапикселов, такая же, как была установлена, например, у Sony
на X6, просто чудесная камера, на нее, кстати, тоже есть обзор, такая же, как на Pentax K5 была установлена, на которую тоже есть у меня обзор. Как видите, я стараюсь, так сказать, обзоры делать достаточно последовательно, какую-то систему все-таки выстраивать. Я, конечно, не Сайтер дожива, не Аркадий оттуда, но, тем не менее, стараюсь как-то немножко в голове, да, это все систематизировать и вам про это подробно рассказывать. Ну, а матрицу эту я не просто так хвалю, та матрица на 16 мегапикселов, она, ну, прям реально очень крутая, она по сегодняшний день показывает чудеса просто динамического диапазона, прекрасно мало шумит на высоких показателях ISO, то есть там все очень хорошо даже сейчас. Ну, если вы, допустим, канонист и не понимаете, что значит такое полупрофессиональная камера, то, наверное, D7000 соответствовало примерно там кэноновским D50, D60, вот примерно таким моделям. 5000 серия тоже была устроена чуть поинтереснее, чем самый нижний сегмент. Там уже имелся, например, поворотный экранчик, корпус был такой частично из металла, частично из пластика. Грубо говоря, материалы исполнения были поинтереснее. Ну и да, основным, конечно, отличием является наличие поворотного экрана, потому что у 3000 серии там чисто зафиксированный экран, без каких-либо возможностей поворота. Ну а наш сегодняшний герой, собственно, как раз относится к самой простой этой серии, D3100, это трехтысячник, у него нет поворотного экрана, у него меньше всех кнопок, у него самый простой пластиковый корпус, но при этом он зато и самый компактный, и самый легкий. Ну и плюс ко всему, если вы снимаете в зеленой зоне, то есть в авторежимах каких-то, там есть режим гайд, так называемый, который показывает тебе подсказки по настройкам, в меню всяческие подсказочки выдает, ну и вообще в целом очень неплохо такое подспорье помогает. Ну, действительно, камера для самых маленьких, для самых начинающих, для тех, кто до этого никогда нормальную камеру в руках не держал. Камера маленькая, но ни разу не легкая. Корпус такого матового пластика. Байонет металлический. Я каждый раз забываю, что у Никона он в другую сторону крутится, и меня это дико раздражает. Ну да ладно, нет никакой неприязни конкретно к Никону, просто бесит, что у всех в одну сторону, у него в другую. Это прям подбешивает чутко. Рукоятка, вот это хват и выступ под большой палец сзади, они покрыты такими резиновыми накладками. Держаться, в общем-то, нормально. То есть камера действительно в руке лежит неплохо. Ну, чуть-чуть маловат хват, конечно, не идеально, но в целом сойдет, но из рук она у тебя не выпадет, если там будешь с ней бегать, можно комфортабельно ее удерживать. Впереди очень мало органов управления, только кнопка, собственно, блокировки байонета, здоровенная такая тут лампа подсветки автофокуса. Сверху слева вообще ничего, нет никаких органов управления, только здесь на грани находится программируемая кнопка чуть пониже и вызов вспышки чуть повыше, но вспышка включается только когда сама камера включена. В выключенном состоянии вызвать вспышку не представляется возможным. Справа находится большое колесо выбора режима съемки. Оно, не скажу, что очень уж тугое. Я думаю, что случайно сбить его все-таки можно было бы. Рядом с ним находится рычажок, отвечающий за протяжку. Ну, у меня стоит сингл, потому что я тут спорт на эту камеру точно снимать не собираюсь. Удобно расположенные под пальчиком здесь сразу две кнопки: инфо и экспокоррекция. Рычаг включения вокруг кнопки спуска. Это, пожалуй, лучшее его местоположение, где ему, пожалуй, лучше всего и находиться всегда в камерах. Видоискатель, конечно же, мелкий, всего лишь 95% кадра. Как я уже неоднократно говорил, у всех таких любительских камер стоит не пентапризма, а пентазеркало. Экранчик тут фиксированный, 3 дюйма при этом, 230 тысяч точек. Слева от экрана расположена группа кнопок. Значит, это кнопка просмотра сверху, менюшка чуть пониже, в самом низу кнопочка I, вызывающая быстрое меню, и увеличение и уменьшение, почему-то поменянные здесь местами. Обычно у Никона наоборот, плюс сверху, минус снизу. Ну, здесь они что-то попутали, возможно. Справа, конечно же, есть кнопочка AEL, AFL. Единственное колесико для изменения параметров, оно
с довольно ощутимыми хорошими щелчками и тоже пластиковая. Дальше идет крестовина, ею можно точки фокуса менять, на нее ничего не забиндено по умолчанию, в середине кнопочка у нее ок. Рычажок, и здесь имеется переключение в Live View, то есть он так нажимаешь, у тебя зеркало поднимается, и ты можешь контрастным методом фокусироваться. Внутри этого рычажка находится кнопочка записи видео. Кстати, камера уже даже Full HD умеет писать, но оно абсолютно дерьмовейшего качества, так что в этом смысла никакого нет. Внизу еще имеется кнопочка для удаления неугодных фоток. Вот лучше бы ее убрали налево, а где-то справа разместили бы как раз кнопку вызова быстрого меню, ибо баланс белого, ISO и другие параметры подразумевается, что ты будешь менять именно через него. Справа находится отсек под одну карточку памяти стандарта SD. Слева под заглушкой резиновой, довольно толстенькой, кстати говоря, находится USB Type-D, мини-HDMI, слот для подключения проприетарного GPS-модуля или тросика. Сюда можно или то, или другое поставить, и аудио-видео выход. Снизу находится в небольшом отсеке батарейка, называется она EL14 на 1030 мАч. Похоже ли у меня батарейка уже такая не особо бодрая, или может быть оптимизация у камеры не особо хороша, не могу судить, потому что то есть камера действительно старая, тут непонятно, ее не очень на много снимков хватает, там 300-400 у меня на нее получалось делать, дальше она начинала плакать, может быть на самом деле она просто фальшиво плачет, может быть у нее просто датчик врет, что батарейка заканчивается, может быть и так. В Nikon D3100 установлена матрица на 14 мегапикселов. Она, не знаю, честно говоря, какого производителя, потому что везде, во всех спецификациях, которые я видел, написано, там модель типа Nikon, так какая-то там, циферки какие-то идут. Без понятия, честно говоря, кто делал для них его, потому что, насколько я знаю, Nikon сам себе матрицы вроде как никогда не делал, поэтому... Хрен знает. Короче говоря, подрядчика я выяснить не смог, особо и не парился насчет этого, особо не ковырялся. Важнее то, что для 2011 года матрица на 14 мегапикселов это довольно-таки хорошо, но все же матрица все еще в те времена использовались сглаживающие фильтры перед ней, так что детализация тут может быть и не запредельная, но даже с учетом того, что я использовал камеру с китовым объективом, который довольно хуевенький, довольно мыльноватый. Все равно качество деталей каких-то, мелких каких-то вещей, таких нормальное, покатит вполне, даже по сегодняшним меркам. Хотя я думаю, если нацепить на Nikon D3100 какой-нибудь крутой объектив, типа Sigma 1835 f1.8 Art, то тогда, да, наверное, он заиграет совершенно другими красками. Не про краски речь, а именно про детализацию, конечно, и про вообще общее качество картинки. Но, я не знаю, каким надо быть извращенцем, чтобы на самую любительскую простенькую камеру, которую ты там за условные 5000 рублей купил на Авито, на нее нацеплять суперпрофессиональное стекло, которое в 10 раз дороже. Это полный абсурд. Динамический диапазон здесь тоже далеко не самый худший, который я видел. Он, конечно, звезд с неба не хватает, но в большинстве ситуаций картинки получаются вполне себе достойные. Но в цветах информации очень мало, так что надо быть готовым к тому, что если ты будешь экспонировать по каким-то темным участкам картинку, то есть тебе нужно, чтобы в темноте у тебя все было все-таки детализировано, и, соответственно, выдержка будет длиннее, и, все будет экспонироваться по какому-то темному объекту, то все, что в цветах у тебя будет пересвечено, и при этом ты не сможешь на посте ни хрена практически оттуда вытянуть, у тебя, скорее всего, там будет
плоская нихуя. Ну и в то же время тени тянутся относительно неплохо, и поэтому лучше картинку слегка недоэкспонировать, чтобы у тебя все-таки, допустим, там условное небо прорисовалось, а потом уже на посте, нивелируя вот эту как раз трудность с плохими цветами, вытянуть уже все-таки тени, которые все-таки тянутся. Но проблему это, конечно, окончательно не решает, у тебя все равно какие-нибудь облака там окажутся выбиты. Но в целом так будет приятнее получаться картинка, чем если ты будешь просто в тупую пытаться сделать так, чтобы у тебя все усредненно высветилось. Лучше чуть-чуть недоэкспонировать на этой камере. Ну и так как здесь уже CMOS матрица, не такое уж там большое количество мегапикселов, всего лишь 14, тут, в общем-то, стало все гораздо лучше с точки зрения повышения ISO. Теперь до ISO 800 вообще картинка очень неплохая. Она, конечно, не то чтобы прям чистая от шумов, но вполне все там терпимо, и даже на 1600 ISO можно сделать картинки, и там, если ты все правильно как-то проэкспонировал, тебе не надо никаких там серьезных вытягиваний из теней особенно делать, то на 1600 ISO можно снимать. Но я, правда, не поднимал ни разу, пока снимал на эту камеру, ISO выше ISO 200 единиц, потому что, ну, в смысле, я для тестов, конечно, поднимал выше, но в обиходе, в обычных моих ситуациях ни разу выше 200 мне не потребовалось поднимать, потому что там достаточно неплохой стабилизатор в объективе. Я вообще удивился, он, в принципе, 3-4 стопа запросто компенсирует. Можно там на какой-нибудь 1/15 снимать, и все будет нормально. Что вообще забавно, здесь автофокус такой же, как на Fujifilm S5 Pro стоял, ну и такой же, в общем, как и у многих Никонов в середине нулевых еще стоял. Это Multicam 1000, если не ошибаюсь, он называется. И в 3000 серии этот автофокус, имеется в виду при взгляде в оптический видоискатель, который работает, да, там он вообще не меняется, у него мало точек, он не очень-то крутой, у него чувствительность там не то чтобы сильно высокая, в принципе более-менее рабочая, одна только точка в середине. Мне этого достаточно. Он довольно цепкий, на удивление, то есть в принципе, если ты сфокусировался и попал, то у тебя все в порядке. Но вообще с фокусом у меня особо трудностей не возникало. Да, там контрастный фокус через Live View абсолютное дерьмище, но он тоже, кстати, попадает. Он, может быть, медленно просто гоняет туда-сюда линзы, но в конце концов попадает. Ну а фокус, который обыкновенный, я вполне себе его неплохо протестировал в съемке спонтанной от бедра какого-то стрита. Практически промахов было немного. Ну, они были, конечно, но крайне мало. То есть фокус вполне окей. И, кстати говоря, насчет стрита, здесь еще и затвор не очень-то громко срабатывает, довольно-таки тихие шлепки. То есть у тебя получается камера и небольшая, и тихая, и автофокус вполне себе рабочий. Как видите, скинтона у камеры в целом неплохие. Они, конечно, не идеальные, немножко чуть более насыщенные, чем нужно. Люди, если проще сказать, выглядят какими-то чуть более загорелыми, что ли, чем это есть на самом деле. Но в целом это терпимо. Остальные цвета, которые воспроизводит камера в полностью автоматическом балансе белого, тоже не могу сказать, что какие-то страшные, кривые или пережаренные. Нет, ничего подобного. То есть, в принципе, там зелень, деревья, они не выглядят кислотными. Небо тоже не особо такое уж там ядерно-синее. Нет ничего такого, чем грешили, например, в те времена сониковские камеры.
Но все же баланс белого чутка похуже визуально, чем у Кэнонов, например, тех лет. Но это уже скорее вкусовщина, мне просто скорее ближе Color Science Canon, нежели Nikon, а может быть просто конкретно у этой модели не такой он прям хороший, как хотелось бы. Я, в принципе, не все же Nikon на свете еще попробовал, так что не могу гарантировать, что там в то же время выходящих рядом каких-то более профессиональных моделей баланс белого как-то хуже. Или лучше, не знаю. Да этот Nikon D3100 особо ругать за цвет не придется, потому что, да и не хочется. Я не могу сказать, что он плохой. То есть он просто чуть похуже, чем у Canon тех же лет, но не катастрофически. Ничего здесь такого уж страшного вы не увидите. Картинки очень приятные, аккуратные и, в общем-то, пригодные. Да, конечно, по современным меркам Nikon D3100 уже прям жестко устарел, он и тогда-то не был прям уж каким-то супер крутым, и сейчас это вообще максимально не выдающаяся ни по каким параметрам камера, но она в принципе для несложных задач вполне подойдет, снимает она до сих пор терпимо, и она подойдет, например, какому-нибудь ребенку дать учиться фотографировать, будет ее не жалко, если он ее там разъебет. Ничего такого. Камера сейчас все равно уже на вторичке стоит копейки сущие, да и в любом случае эта камера, хоть она древняя, старая и примитивная, она все равно снимает лучше, чем любой самый современный, самый дорогой смартфон, который будет там в 10 раз, а то и больше, там даже в 20 раз дороже, чем она. Все равно она его уделывает даже с самым убогеньким китовым объективом. Но я надеюсь, что вам было интересно услышать мое мнение о Nikon D3100. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно и пишите в комментариях, что вы про нее думаете, какие у вас, может быть, ностальгические воспоминания нахлынули о ней, потому что среди моих знакомых очень многие почему-то там на вот эти года в 2010-м плюс-минус использовали. Пишите, рассказывайте. Ну и пока, до новых встреч.